Всем привет! Это канал Wild Rift Time, и в этом видео мы рассмотрим героя Джин, который обладает огромным уроном и немалым контролем. Мы разберем его навыки, оптимальную сборку и руны, а также преимущества и недостатки данного героя. И прежде чем мы начнем, если ты еще не подписан на канал, сделай это прямо сейчас и прожимай колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а теперь начинаем. Начнем с умений. И первое пассивное умение называется Шепот. Всего у Джина 4 выстрела в обойме. Скорость стрельбы не меняется, и его бонусы к скорости атаки засчитываются как сила атаки. Последняя пуля в обойме всегда наносит критический урон, плюс еще дополнительный урон, который зависит от недостающего процента здоровья противника. То есть, чем меньше здоровья у цели, тем больше будет дополнительный урон. Также, когда Джин выпускает последний патрон обоймы, он перезаряжается. В этот момент Джин не может стрелять автоатакой, но его скорость передвижения увеличивается на 2 секунды. В результате мы имеем очень сильную пассивку, особенно его 4-й выстрел, который наносит огромный урон. Далее первое умение «Танцующая граната». Джин бросает гранату в противника, которая взрывается и перескакивает еще на 3 соседние цели. У этого умения есть особенность. Когда она убивает противника, при отскакивании она нанесет на 35% больше урона. Это умение очень удобно использовать при быстром сносе крипов. Второй навык – смертельное действо. Джин совершает выстрел на большое расстояние, при этом поражает как первую цель, которую он заденет, так и стоящий позади, но на 25% меньше урона. При этом, если противник ранее получал урон от вас или ваших союзников, цель обездвиживается на 1 секунду, а ваша скорость передвижения увеличивается. Третий навык – закрытый показ. Джин устанавливает невидимую ловушку Лотос, которая раскрывает врагов поблизости, которые на нее наступили. Она замедляет врагов на 30% и наносит урон наступившему, а также всем врагам поблизости. Если Джин убивает врага, он устанавливает рядом с его телом такую же ловушку, которая сразу срабатывает. И ультимейт – выход на поклон. Довольно мощное умение, но нужно использовать осторожно, так как вы становитесь уязвимы. Джин некоторое время готовится и затем выпускает 4 мощных снаряда на большое расстояние в выбранном радиусе. Каждый заряд замедляет противника на 80% и наносит урон. Как и у пассивки, 4-й выстрел будет критическим. Что же мы имеем? Много контроля, массовый урон и огромный урон по одной цели, но при этом важно использовать все умения с умом. К примеру, второй навык может наносить нереальный урон по противнику. Если вы видите, что к вам бежит противник и рядом вражеские миньоны, оставьте у них немного здоровья, и когда противник подбежит к ним, стреляйте вторым умением. Вы убьете 3 миньонов, и граната отлетит в противника, нанеся огромный урон. Теперь рассмотрим заклинания. Тут однозначный выбор – это скачок и лечение. Так как у Джина хоть и есть ускорение от способностей, но моментальных сейвов у него нет, и скачок будет как раз кстати. Перейдем к рунам. И первая руна – это искусное лавирование, которая даст нам больше маневренности и восстановления здоровья. Вторая руна – чемпион, она нам даст наносить больше урона по противнику. Следующая – это верность, повышающая нашу выживаемость за счет увеличения брони и сопротивления магии. И последняя руна – сладкоежка, увеличивает отхил от плодов и возможность получения золота с каждого плода. Теперь перейдем к сборке. Первый предмет, который нужен Джину, это ботинки стремительности, увеличивающие нашу скорость передвижения. Дальше призрачный клинок Йому, увеличивающий наш урон и пробивание брони. Следующий предмет – ангел-хранитель, дающий нам второй шанс после смертельного урона. Далее гребень бесконечности, который увеличивает урон и шанс крита. Следующий – глашатай смерти, увеличивающий урон и пробивание брони. И последний предмет – скорострельная пушка, увеличивающая шанс крита и скорость атаки. Теперь тактика. Вы должны понимать, что Джин нестандартный игрок, и его тактика тоже особенная. Нужно четко понимать его механику и рассчитывать выстрелы, так как правильное использование его 4-го выстрела, который всегда критует, раскрывает его потенциал. Одному на линии стоять будет тяжело, но если приловчиться, то Джин справится с этой задачей достойно. Собственно, вся игра за Джина будет упираться в грамотную расстановку приоритетов и кулдаунов.
Вторую способность не нужно сливать на крипов, добивайте их автоатакой, а второй навык используйте во время перезарядки. Не забывайте про фарм, так как он очень важен, а способности Джина очень хорошо заточены для эффективного и быстрого фарма на линии. На старте игры не играйте агрессивно, дождитесь пока изучите все умения, после чего можно уже рваться в бой. Но не увлекайтесь в одиночную игру, так как весь потенциал Джина раскрывается в игре с тиммейтом. И в данном случае вы должны подстраиваться под саппорта, а не он под вас. Если подвести итог, это чемпион не для новичка, но в грамотных руках и в нужном составе команды Джин творит чудеса. На этом все. Спасибо за внимание, не забывайте ставить лайк и пишите комментарии под видео. Удачных вам сражений и до скорых встреч!